Признаки вырождения рас, народов и групп людей. Наследственность прямо сказывается на прогрессе общества. Там, где она воспроизводит на свет более умных и более развитых людей, идет общественный прогресс. В иных случаях общество стремительно деградирует, а его состав качественно ухудшается. Процесс ухудшения физических, психологических и умственных качеств принято называть вырождением, что случается нередко как в крупных сообществах людей, так и в малых коллективах. На протяжении 1-2 поколений процесс вырождения малозаметны, однако на большей дистанции они проявляются отчетливее, пугая современников. Поэтому вопрос о селекции населения и сохранению его высоких качеств стоял остро с самых древних времен. Платон в своем знаменитом трактате «Государство», нисколько не стесняясь, сравнивает человека с собакой и предлагает применять к нему те же меры селекции, которые уже успели хорошо зарекомендовать себя в деле выведения пород с заданными физическими и психическими свойствами. Известны древнегерманские, древнеперсидские и древнеримские юридические акты, ставившие своей целью государственный контроль за здоровьем населения. С древнейших времен известны и практические меры по избеганию появления на свет нежелательного потомства с отягченной наследственностью. Сейчас, во времена радикального либерализма умов, это кажется дикостью уравнивать животных и человека. Однако отрицать общую биологию невозможно, а значит и законы селекции должны работать сходно. Замечено, но в закрытых популяциях людей высоко число тех, кто имеет сходные не только физические, но и психические черты, что имеет другую сторону медали накопления наследственных заболеваний из-за близости генофонда. В то же время, наиболее широкие связи людей в цивилизациях древности, куда стекалось население из самых дальних краев и постоянно перемешивалось, быстро приводило к упадку. Будто то Вавилон, Древняя Персия, Рим или современные страны Западной Европы. И всегда идут общие процессы. Большие массы людей становятся менее активными, менее интеллектуальными, склонными к иждивенчеству и асоциальному поведению. И тут мы можем видеть, что не только поздний Рим состоял из развращенных маргиналов, не желавших даже защищать себя. Но, например, население позднего СССР скатилось в алкоголизм и криминализацию, иждивенчество на работе, а теперь сходный процесс охватили США. Герберт Спенсер, признанный основоположник социал-дарвинизма в своей монографии «Принципы социологии» писал: «Вскармливание ни на что негодных за счет годных есть крайняя степень жестокости. Это намерение накопления несчастий для будущих поколений. Нет большего проклятия потомкам, чем оставить им в наследство растущую популяцию имбецилов». Древние наблюдали эти процессы воочию. Древние греки восхищали греков поздних, когда те понимали, насколько мелки потомки этих титанов. Суровый Рим времен республики ужаснулся бы от внешнего и морального облика римлян времен Ромула, Августула или Калигулы. В Древней Индии решили, что вырождение идет от смешения арийцев с аборигенами, и ввели жестокие кастовые ограничения, что, впрочем, позволило сохранить кровь пришельцев с севера только у самых верхних слоев. Общество, которое идет к вырождению, сначала получает все более слабые результаты своей работы. Падает общий культурный и интеллектуальный уровень, армия сначала становится прибежищем для потрошителей и садистов, а затем становится трусливой и необучаемой для с теми соперниками, кого побеждали легко их прадеды. Известный немецкий естествоиспытатель Готфрид Рейнхольд выступил убежденным сторонником эволюции органического мира, заложив таким образом основы современной биологической философии. Но помимо принципов эволюции, ученый обозначил также принципы инволюции, в связи с чем первым предложил к употреблению термин «дегенерация», насмотревшись на плоды Великой Французской революции. Французский психиатр Бенедикт Агюстен Морель для объяснения признаков ухудшения нервно-психического здоровья человека ввел в употребление термин «вырождение», а итальянец Чезаре Ламброзо сформировал концепцию криминальной антропологии, в которой определил совокупность физических и психических признаков, свойственных наследственным преступникам. Все трое выступали сторонниками идеи, что модель поведения формируется средой в куда меньшей степени, чем наследственностью. Итак,
Морель сформулировал, что вырождение – это стойкое ухудшение качеств потомства относительно предка, передающееся по наследству и прогрессирующее с каждым поколением. Снижаются интеллектуальные и физические кондиции, быстро приводя к затуханию возможностей для сложной деятельности. В процессе дегенерации выделял 4 поколения, для которых характерны нервный темперамент, склонность к психическим заболеваниям и безнравственному поведению, непонимание морали и норм и их сознательное нарушение, склонность к алкогольной или наркотической зависимости, широкое распространение неврозов, истерии, эпилепсии, депрессии и прочих ментальных расстройств. Откровенные формы психических болезней и умственной отсталости поражают значительную часть населения, включая врожденные пороки, олигофрению, кретинизм. Бурный рост сексуальных перверсий, крах института семьи и рождаемости, браки становятся временными, дегенераты не понимают их сути и ценности и легко переходят к новым партнерам, бросая детей и прежних супругов. Население страдает эмоциональной тупостью. Их не трогают чужие страдания или беды, не отличают добро и зло, вне контекста собственной выгоды, не понимают мораль и норм. Кроме психической сферы, вырождение отражается и на внешнем облике людей, привнося узнаваемые черты, которые часто стыдливо именуют особенностями развития. Например, аномалии развития черепа, яркая асимметрия лица, крайняя несоразмерность отдельных частей тела, аномально малый рост и физическая неразвитость. Иногда, напротив, повышенная физическая сила, обычно сопряженная с крайней агрессивностью. Аномалии развития зубов и прикуса. Резко уменьшается число людей, которых принято считать красивыми, при этом вырождающиеся популяции довольно поздно созревает биологически и очень рано дряхлеет, чем это обычно в норме. В связи с угнетенным состоянием духа обыкновенно замечается и нерасположение действовать, доходящее иногда до отвращения ко всякого рода деятельности и до полного ослабления воли, абулии. Менее ярко заметны иные признаки: уменьшение физических кондиций, развитие роста, мощи сложения, выраженности полового диморфизма. То есть население становится ниже, слабее физически, оба пола, как бы выравниваются, женщины становятся мужеподобными на вид, а мужчины, напротив, более феминизируются. В целом, население становится менее здоровым, и большинство индивидов имеет вырожденные тяжелые патологии или заболевания. Асимметрии лица и черепа соответствуют ненормальные умственные способности. Один не развит, другие болезненно возбуждены. Почти у всех больных этого рода отсутствует чувство нравственности и справедливости. Для них не существует никакого закона, никакого приличия, никакого стыда. С величайшим спокойствием и самодовольством они совершают преступления и зазорные поступки для того только, чтобы удовлетворить минутному влечению, склонности, капризу, и удивляются, что другие им не сочувствуют. Когда эти симптомы проявляются более явственно, тогда говорят о нравственном помешательстве, но есть легкая степень этого патологического состояния, когда человек хотя и не совершает уголовных преступлений, однако теоретически их оправдывает и философствует о том, что добро и зло, добродетель и порок понятия совершенно произвольные, восхищается злодеями и их преступлениями, открывает в вульгарном и отталкивающем мнимые красоты и старается внушить сочувствие к проявлениям чисто животных инстинктов. Психологические источники нравственного помешательства во всех степенях его развития заключаются в сильно развитом эгоизме и непреодолимых влечениях. Индивиды с дегенеративными признаками имеют низкую обучаемость и еще более низкий уровень самоконтроля, что приводит к асоциальному поведению и неспособности выполнять трудовые функции даже простого характера без утраты стабильного их качества. Вспышки гиперактивности, гнева, полового влечения могут быть неконтролируемыми и затрудняют выполнение своих функций как работника. Крайнее ослабление силы воли, даже осознаваемое дегенератом, останавливает для него достижение профессиональных и даже семейных целей. Так как подверженность минутным желаниям приводит к бессистемным половым связям, мелких кражам, происшествиям негативного рода постоянно. Одним из главных маркеров психического вырождения является притупление чувства стыда,
как при исполнении физиологических актов публично, не говоря уже о каких-то менее общественно порицаемых процессах и обсуждения. Усугубляется картина тем, что вырождающееся общество постепенно утрачивает умение разумно определять свою жизнь и впадает в тяжелый период нелепых войн, голода, эпидемий, что еще более ухудшает ситуацию. Получаем стремительно вымирающее, погрязшее в пороках общество, где колоссальное количество психических заболеваний, физических отклонений и ограничений, плохо способное к войне, физической или интеллектуальной работе, глубоко отсталое и угасающее. И над всем этим стоит апатия и неумение что-то менять, такого сильного свойства, что отдельные активисты, сохранившие желание прогресса, остаются непонятными и пугающими. Недостаток талантливых людей в момент кризиса есть худшее из зол, могущих постигнуть нацию. Сидя спокойно на месте, без всякой внешней борьбы, нация может вырождаться и обессиливаться просто потому, что она дает полный простор половому подбору и не культивирует своих лучших членов. Математик-евгенист Карл Пирсон. Пишите, что думаете по этому поводу, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.